хороший повод обсудить наши вопросы. Так случилось, что у нас целый комплекс этих вопросов военно-политических. Вы знаете, что мы недавно подводили итоги масштабной проверки, неожиданной проверки вооруженных сил Беларуси. Задача была поставлена как в войну, как будем действовать. Мы не скрывали, армия для того и существует, вы это хорошо знаете, для того, чтобы защитить интересы государства. И к худшему варианту надо всегда готовиться. Лучше, как говорит народ, само придет. Я вас приветствую на белорусской земле, вы не первый раз в Минске. Тематика вам известна, вы ее хорошо знаете. И не только исходя из своего жизненного опыта, а у вас он колоссальный. Я еще раз посмотрел вашу биографию, вы работали и в международных организациях, и в структурах Организации Объединенных Наций, так, по-моему, заместителем были руководителя аппарата ОДКБ. Поэтому тема хорошо знакомая, хорошо известная. Вы знаете, что мы вашу кандидатуру однозначно поддержали, белорусская сторона. Вы также знаете и понимаете, что Беларусь всегда была локомотивом развития отношений в ОДКБ и других постсоветских, скажем, структур на нашем пространстве бывшего Советского Союза. Наши подходы абсолютно открыты, мы ничего не темним, ничего не прячем. Что касается ОДКБ, изначально я предложил, что давным-давно, когда зарождалась эта организация, да и до нее, формулу действий, алгоритм действий. Мы понимаем, что центральным звеном в этой организации является Россия. И всем надо прекрасно понимать, это было сказано более 10 лет тому назад, что, например, на западном направлении основным звеном ОДКБ является, естественно, Беларусь. И не дай бог какой-то конфликт в этом направлении, на этом направлении Россия всегда должна иметь здесь ядро вооруженных сил, которое подключится к действиям белорусской армии, чтобы защитить наше пространство. На юге, конечно, придется напрягаться и вам, и Казахстану обязательно, потому что это южное направление, и опять же Россия будет вас поддерживать и подпирать, как военные говорят. Но должен вам сказать, когда ситуация была напряженной в зоне ответственности ОДКБ на казахстанском направлении, вы знаете, что мы с Россией, и в том числе Беларусь, активно включились в процесс, чтобы не дать возможности взорвать обстановку в Казахстане. И так далее. Такова была предложена формула, и жизнь показала, что в общем-то она реализуется. Я прекрасно понимаю, что если вдруг какой-то конфликт в Беларуси, то своими вооруженными силами на 100% Кыргызстан не будет включаться и не включится. Может быть, и не надо. Но уверен, что и поддержка политическая будет, и военная в какой-то степени Беларуси будет. Ну и наоборот. Поэтому я и говорил о том, что центральным звеном должна являться у нас Российская Федерация, ее вооруженные силы. Это естественно. У нас оружие советское, большинство производится в Российской Федерации. Тактика у нас одинакова постсоветских республик, поэтому защищаться нам придется вместе. Имея в виду, что на главных направлениях будут действовать те государства, которые находятся на этих главных направлениях. Извините за тавтологию. Такая была философия предложена. Еще раз подчеркиваю, хоть так мы аккуратно, осторожно обсуждали ее, но жизнь показала, что именно в таком ключе мы и будем действовать. Возьмите Беларусь и Россию. Как бы ни было сложно россиянам сейчас, нет конфликта у Беларуси, Господь нас от этого уберег, но тем не менее Российская Федерация в этом ключе очень серьезно поддерживает и помогает Беларуси. Иначе быть не может. Но пока в мирное время, слава Богу. Думаю, что в этом плане мы будем действовать и в дальнейшем, хотя я не исключаю, что может сложиться такая ситуация, что мы все вместе плечом к плечу, всеми нашими вооруженными силами и вооружениями будем защищать наше пространство
на котором должна функционировать организация наша по договору и безопасности. Еще раз подчеркиваю, мы прекрасно понимаем, вы человек опытный, знаете и постсоветское пространство, но вы хорошо знаете и Запад. Уверен, что когда-то вы то ли руководителем были социалистической партии, да? Да. Поэтому, не чужой нам человек. Мы от этого не отталкиваемся и прекрасно понимаем, что от идей социализма и соцпартии отойти будет очень сложно, да и не нужно, как показывает современность. Поэтому я очень надеюсь, что и идеологически, и организационно, исходя из вашего опыта, вы наш человек, который может руководить аппаратом ОДКБ, и здорово нам подсказывать и помогать, исходя из опыта, по основным направлениям деятельности ОДКБ. Вы на нас можете всегда рассчитывать. Если мы что-то не можем сделать и не будем делать, мы вам сразу об этом скажем. Мы не будем вилять, крутить. Есть у нас проблемные вопросы в организации. Я об этом также абсолютно открыто говорил на разных форумах. Возьмите, допустим, Армянскую республику. Нам надо быть более корректными и аккуратными в работе с Арменией. Вы знаете, что она вроде бы, Армения, и не поддерживает работу в ОДКБ, но в то же время остается в организации по договору о безопасности. Думаю, для начала вы бы могли встретиться с руководством Армении, особенно сейчас, в острый этот электоральный период, когда руководство Армении будет честно и откровенно говорить о ситуации, в том числе и на треке организации договора ОДКБ. Поэтому, если вы бы побывали там и поговорили и с премьер-министром, и с президентом, с секретарем Совета безопасности Армении, узнали их позицию на будущее, было бы неплохо. Но надо быть очень корректными. В Армении сложная ситуация в этом плане, особенно в электоральный период, очень непростая ситуация, поэтому нам надо быть очень аккуратными и осторожными в отношениях с Арменией. Есть у нас вопросы и по объемам вооружений в отдельных странах, вы это прекрасно понимаете. Все эти вопросы и другие надо решать мирно, понимая, что никто никому из нас не поможет, если мы не поможем сами себе. Вы видите, как развивается мир, непонятно, в каком направлении он будет развиваться, как будут выстроены международные отношения. Позиция Соединенных Штатов Америки, в целом Запада, уже абсолютно обнажена. И слава Богу, что Трамп обнажил эту обстановку. И мы теперь понимаем, где права человека, где демократия, где еще там какие-то вопросы. Могу взять это в кавычки. Но мы должны делать соответствующий вывод из того, что произошло, особенно в плане Ирана. Мне кажется, у вас и неплохие же были отношения с Ираном. Это мощная страна с большими традициями. И самое опасное сегодня для Соединенных Штатов Америки то, что американцы показали свою уязвимость. Для них главный враг, как они всегда говорили, был Китай. Но сегодня и американцы поняли, что с китайцами они никогда не справятся. Никогда. И это демонстрирует ситуация в Иране. Поэтому надо заканчивать этот конфликт, я уже об этом тоже говорил. И израильтянам надо думать над тем, чтобы не засучивать рукава и не показывать свою прыть. Нет той страны, которая могла бы победить Иран. Очень сложная географически страна, очень решительно настроено население, готовы погибать за свою землю. Персия, что тут говорить, мы же прекрасно знаем историю этой страны. Поэтому надо заканчивать. И мы должны в этом сложном мире определить свою роль, значимость и направление наших действий. Многое зависит от вас и от ваших коллег. Но я надеюсь, справитесь. На нас можете рассчитывать. Уважаемый Александр Григорьевич, спасибо большое. Спасибо, во-первых, за то, что вы в столь напряженный свой график нашли время встретиться. Хотел выразить признательность за то, что вы и Беларусь поддержали мою кандидатуру на назначение на должность генерального секретаря
Я считаю, что вот сегодняшняя встреча с вами, она для меня очень важна, для того, чтобы понять, как выстраивать работу в секретариате Организации договора коллективной безопасности. Вы абсолютно правильно заметили, что очень много сложных вопросов, и необходимо нам сообща двигаться, как во внешнеполитическом плане, так и по военной составляющей наших стран. И я думаю, есть, конечно, вопросы, которые нужно обсуждать. Мы с Максимом Владимировичем сегодня немножко затронули. Это внешнеполитические наши инициативы, позиции государств. Вот. Но я думаю, что движение вперед должно быть однозначно.